Добрый день, мои дорогие друзья! Вы на канале Астрология доступна каждому. Меня зовут Оксана Семенович, я автор и ведущая этого канала, я ведический астролог. И тема нашего с вами сегодняшнего видео — это матрица судьбы восходящих тельцов. На этом канале уже вышло видео про матрицу судьбы восходящих овнов. Это будет серия видео. Что такое матрица судьбы? Это тот потенциал, который заложен в ваш гороскоп в момент вашего рождения на основании того, что когда мы рождаемся под определенным восходящим знаком или асцендентом, во все дома гороскопа у нас попадает какой-то определенный тоже знак зодиака, и этот знак зодиака и планета, управитель этого знака зодиака, формирует определенный потенциал, определенную энергетику на нашу жизнь. Я хотела бы напомнить о том, что я ведический астролог, и все, что я здесь рассматриваю, все прогнозы, которые я здесь публикую, все обучающие материалы, которые я здесь публикую, я публикую по ведической астрологии, а не по западной астрологии. Поэтому даже если вы хотите посмотреть это видео, вы знаете, что у вас асцендент Телец по западной астрологии, оно может для вас вообще быть неинформативным, потому что окажется так, что по ведической астрологии вы вовсе не Телец. Поэтому, чтобы вы были уверены в том, что вы смотрите действительно правильное видео, и для тех, кто первый раз вообще интересуется своим асцендентом и хочет узнать, что это такое, я рекомендую построить свой гороскоп в ведическом стиле и узнать свой восходящий знак. Как это сделать, я рассказала в видеоинструкции, которая у вас сейчас появится по ссылке в правом верхнем углу. И ссылка на эту видеоинструкцию будет также размещена в описании в комментариях к этому видео. И в описании в комментариях к этому видео есть ссылка на мой сайт, где можно записаться на курс по ведической астрологии, либо на личную консультацию. И также приглашаю вас переходить и подписываться в мой телеграм-канал. И теперь давайте рассуждать и разговаривать о матрице судьбы восходящих Тельцов. Любой гороскоп начинается с первого дома, будь то гороскоп человека, будь то гороскоп какого-то явления. И первый дом гороскопа — это тот знак зодиака, который восходил на востоке в момент нашего рождения или в момент какого-то наступления, какого-то события в момент рождения стороны. И у Тельцов в первом доме гороскопа находится знак зодиака Телец, первый знак Земли. То есть Телец — это тот знак зодиака, который восходил на востоке в момент рождения людей, которые в программе там у себя посчитали, что у них здесь находится цифра 2, двоечка. А за что отвечает первый дом гороскопа? Сейчас мы будем рассматривать. За внешность, за характер, темперамент и здоровье. У Тельцов первым домом гороскопа управляет Венера. И первое, что мы сейчас с вами будем рассматривать, это внешность Тельцов благодаря Венере. Венера у нас вообще управляет двумя знаками зодиака. Это Телец и Весы. И Венера Тельцовская, и Венера Весовская, она немножко разная, потому что Телец — это земной знак, он может давать такую более плотную кожу, более такой землянистый оттенок кожи. А Венера Весовская, она более воздушная, более легкая, более, можно сказать, по сравнению с Тельцовской, поверхностная. Поэтому Венера Весовская может давать более утонченные, чем Венера Тельцовская, черты лица. И за счет этого как бы Тельцов и Весов между собой будет проще отличить, понимая, что Венера Весовская, она более утонченная, более легкая, более воздушная. И кожа может выглядеть у Венеры, у людей Весов, например, более прозрачной, чем у Тельцов. У Тельцов кожа может выглядеть более плотной такой. И мы сейчас будем видеть на примерах, что у Тельцов кожа действительно может быть такая плотная. Но знаете, вот даже это во внешности очень сильно у Тельцов видно. Считается же, что Тельцы очень упрямые, такие толстокожие. И вот по факту во внешности Тельцов это даже где-то видно. Но давайте разбираться. Вообще Венера сама по себе как планета склонна давать вьющиеся волнистые волосы. И Венера, как правило, влияет на то, что у людей, рожденных с Венерой в первом доме гороскопа, либо под знаком Тельца или Весов, выдаются больше всего губы. Они, как правило, очень чувственные, либо какие-то пухлые,
либо бантиком, либо вот верхняя губа, она как-то очерчена очень сильно. Но у тельцов прям меньше губы выдаются бантиком, больше такие растянутые губы. У тельцов может быть диспропорция: верхняя губа тонкая, нижняя губа толстая. Но нижняя губа может быть такая, как будто бы увлажненная, пухлая нижняя губа. Вообще у тельцов есть, вероятно, склонность к тому, чтобы комплексовать из-за своей улыбки, потому что тельцы очень много, я смотрю по фотографиям, улыбаются именно закрытыми губами, то есть у них такая вот чаще всего улыбка именно с сомкнутыми губами. Очень много на фотографиях, если тельцы улыбаются, то тогда видна вот эта вот растянутая улыбка. Видно у некоторых, что оголяется, допустим, верхняя десна, и, возможно, за счет этого некоторые тельцы стесняются улыбаться. Очень ярко выраженный у тельцов носогубный треугольник. Это как бы отличительное то, что есть во внешности у тельцов. У многих есть ранние кольца Венеры, телец у нас соотносится со вторым домом гороскопа. Это и горло, и лицо, и как бы склонность к ярко выраженным еще морщинам на лице, но это прям не морщины, а заломы на лице, на шее. Нос может быть уточкой, когда тонкая переносица, а внизу нос расширяется. И заломы на переносице, склонность к заломам в принципе кожи и глубоким морщинам. Это как бы такие очень яркие отличительные черты тельцов от других знаков зодиака. И как и у всех знаков зодиака, тельцы разделяются на 3, грубо говоря, части, хотя можно было бы выделить еще больше типажей, но даже вот эти 3 достаточно сложно отличать между собой. И мы попробуем с вами выбрать то, что может быть отличительным, как отличить тельца критику, мригашира или тельца рохини. У тельцов критика может быть более такой золотистый цвет лица за счет того, что влияет солнце на внешность. Но вот перед вами фотография Нила Армстронга, у него такие достаточно ярко видно рыжие волосы, веснушки, очень видны вот эти вот складочки, когда человек улыбается, у него формируются такие заломы. У Нила Армстронга на самом деле достаточно такая длинная улыбка, и у него здесь, конечно, на этой фотографии не сильно видно, но у него такой есть залом на переносице, горизонтальный. Аманда Байнс в молодости, сейчас она, конечно, выглядит не так, и сейчас у нее такой достаточно землистый на самом деле цвет лица, потому что она еще красит волосы часто в черный цвет, но в молодости видна такая, даже желтый виден подтон немножко кожи, хотя все равно с фотографиями сложнее. В целом может быть склонность к какому-то желтому подтону кожи. Губы такие достаточно пухлые у нее, особенно это видно в фильмах в ранних, и она этим выделялась всегда, девочка с миловидной внешностью. Ну, Приянка Чопра, она, безусловно, очень красива за счет Луны еще в первом доме гороскопа, которая дает, кстати, склонность к отечности Луна. Очень видны кольца Венеры нашей у Приянки Чопры и очень пухлые губы, но за счет того, что она в принципе родилась в Индии, у нее так и так темный цвет кожи, поэтому выделить как-то явно такой теплый подтон мы не можем здесь. Вот еще подборка людей с асцендентом в критике. Здесь тоже должно быть влияние Солнца, но на самом деле не очень сильно видно. Допустим, у Зидана и у Джимми Уэльса мы видим, у Джимми Уэльса есть явно такие веснушки. Вот о чем я говорю, когда я говорю про склонность к сильным заломам кожи. У Джимми Уэльса, если бы я здесь прикрепила фотографию без бороды, вы бы видели тоже достаточно серьезно такие заломы на лице. За счет этого, возможно, мужчины носят бороду часто. У Зидана, в принципе, тоже достаточно темная кожа, но он
меньше других похож на Тельца, потому что он с Сатурном в первом доме гороскопа, он достаточно крупный за счет Сатурна, Тельцы более среднего роста. У Сары Жирадо есть еще одна отличительная черта, которая тоже часто встречается у Тельцов, это прямая линия бровей. Вот у многих тельцов тоже. Здесь на фотографиях, наверное, у меня не будет такого яркого примера, но я тоже встречаю часто у тельцов такую прямую линию бровей. Очень тоже выдающиеся губы, и если вы посмотрите внимательно, здесь есть явно такая складка, начинающийся такой залом на переносице. У Айсли Инди Венера в Деве, за счет этого такое более круглое тоже лицо, очень пухлые губы, явно выделяющиеся. Ну и в принципе Солнце здесь на самом деле не очень сильно видно. Следующая накшатра, которую мы с вами будем рассматривать, это Рохини. У Рохини может быть одна особенность. Вот Рохини может давать какую-то заметную родинку на лице, особенно в области носогубного треугольника. На этой подборке фотографий родинка есть у Борде Себастьяна, но здесь не особо видно эту родинку, зато видно вот эту вот явную такую глубокую морщину на переносице и такие, в принципе, тоже заломы на лице. У Борде Себастьяна Венера в Козероге, поэтому у него такой достаточно острые черты лица, у него такие достаточно, и когда он улыбается, тоже, в принципе, видно. Тони Блэр, казалось бы, Луна, но Луны здесь тоже не особо сильно видно, хотя у него, в принципе, Венера в Рыбах, Марс и Юпитер в первом доме гороскопа, но Тони Блэр, по-моему, достаточно высокий такой. Но зато у него явно видны такие глубокие морщины, и я старалась подбирать людей в разном возрасте, потому что у многих можно было бы сказать, что я подбираю уже людей, которые и так уже в таком возрасте должны были обзавестись морщинами, но на самом деле даже в молодом возрасте у многих тельцов на фотографиях явно видны такие глубокие заломы. Это именно не сеточка такая мелкая, а именно глубокие заломы. То есть, возможно, у тельцов действительно такая достаточно сложная, толстая кожа. И за счет этого она покрывается не мелкими морщинами, а вот когда человек приобретает какие-то глубокие такие заломы, но из-за чего я тоже расскажу, потому что я думала о том, почему так, и у меня есть на этот счет свое предположение. Пол Томас Андерсон, посмотрите, он, кстати, это очень редкая фотография, он в основном не улыбается. Он в основном улыбается с закрытыми губами, и здесь мы видим, что у него как бы губы уходят, когда улыбается, то есть это какая-то зажатая улыбка у тельцов тоже очень часто присутствует. У Камии, певицы, есть, в принципе, такая интересная особенность губ, потому что у нее как будто бы даже губы больше, чем они кажутся на самом деле, то есть у нее вот это само ложе, я не знаю, как это правильно назвать, оно очень сильно явно выделяется. Ну, в принципе, у нее очень миловидная и необычная внешность за счет еще того, что на Венеру влияет Меркурий. Меркурий — планета молодости, плюс Кету. Это внешность часто запоминающаяся, необычная такая. Поэтому здесь тоже достаточно сложно отличить прям телец это не телец, но по губам здесь можно, в принципе, сделать предположение. Рохини еще подборка, и здесь у Брайана Крэнстона и у Марианы Крибаса заметные родинки на носогубном треугольнике. Это отличительная черта может быть Рохини. У Брайана Крэнстона, видите, какие глубокие такие складки на коже, на носогубном треугольнике. У Миши Коллинза тоже необычные большие губы. В принципе, у всех этих людей можно предположить влияние Венеры, но посмотрите, Хиллари Клинтон, у нее тут двойная Венера, и она очень миловидная, у нее такое лицо просто вот кукольное, можно сказать. У Брайана Крэнстона Венера в Овне, за счет этого уже не такое миловидное лицо, хотя вполне возможно, что в молодости черты лица были более мягкими. Следующее у нас на очереди это Мригашира. И Мригашира, тельцы Мригашира, они могут быть самыми такими разбирающимися в моде, в парфюмерии, в питании, потому что этот отрезок
знака зодиака Телец, он связан в том числе с парфюмерией, с тканями, питанием, с нутрициологией и так далее. Поэтому они могут быть такие денди, они могут быть такие люди, которые подбирают гардероб, которые выглядят более изящно, потому что Венера Тельцовская, она все-таки меньше Венеры Весовской склонна к изысканности, она больше склонна к наслаждению жизнью, к получению удовольствия, но изысканность, она больше проявлена у Венеры в весах. Но при этом телец Мригашира, он эту компенсацию какую-то получает за счет этого отрезка знака зодиака, хоть здесь у нас влияет Марс, но, во-первых, в соединении Венеры и Марса уже делает людей такими страстными, чувствительными, и они в том числе склонны к тому, чтобы разбираться в моде, разбираться в тенденциях и так далее. При этом, посмотрите, у тельца Мригаширы больше других склонность к таким удлиненным губам. У Джейсона Барра, когда он не улыбается, этого не видно. Но на всех фотографиях, где он улыбается, а это очень редкие фотографии, потому что в основном он тоже с сомкнутыми губами, на всех фотографиях, где он улыбается, такое достаточно широкая такая улыбка, рот до ушей, можно сказать. Вот когда улыбку человека видно за километр. И у Фаерстина Харви тоже явно видна такая достаточно широкая улыбка. Посмотрите на князя Альбера, на его лоб. Я думаю, что ему всю жизнь вполне возможно поддерживать состояние лба, потому что эта складка очень глубокая, уже видна в ранней молодости. Ну и носогубные складки тоже за счет того, что у них широкие улыбки у этих людей, у них уже в раннем возрасте начинают формироваться такие складочки. И еще тоже подборка асцендентов в Мригашире. Мригашира, в принципе, тоже может давать такой красноватый цвет лица за счет Марса. Это очень сильно видно у Фабио Капелло. Посмотрите, у Фабио Капелло какие морщины на лице, такие заломы, даже не морщины, именно заломы. У Клаудии Джерини здесь тоже явно виден залом на переносице. У Вилья Хапсала здесь горизонтальный залом, и у Билла Ирвина тоже есть вертикальный залом. В принципе, видно, что у Билла Ирвина, у Фабио Капелло как минимум есть такой красноватый подтон кожи, у Вилли Хаапасала тоже, в принципе, немножко рыжина просвечивает. У всех у них практически пухлые губы, ну, у Фабио Капелло не очень сильно здесь видно, но, в принципе, на других фотографиях видно. И дальше я объясню, за счет чего вообще это происходит, помимо того, что кожа, скорее всего, может быть более такой грубой, за счет чего еще может происходить вот такие складки, откуда берутся. Если улыбка, это понятно, носогубный треугольник, потому что у них, как правило, широкая улыбка. Почему складки на носогубном треугольнике? А вот на лбу, на переносице, тоже, в принципе, я думала об этом, почему так, и дальше буду объяснять. Здоровье тельцов — это тоже такая очень интересная тема, потому что выглядят тельцы на самом деле вот в какой-то степени даже как люди, которые выросли в сельской местности, которые много упорно работают, которые много времени проводят на открытом воздухе. Но при этом на самом деле здоровьем тельцы, я бы не сказала, что могут похвастаться очень крепким здоровьем из-за того, что Венера управляет первым и шестым домом гороскопа, то есть управитель всего гороскопа управляет первым и шестым домом гороскопа. У тельцов могут быть вопросы по мочеполовой системе, по репродуктивному здоровью, по почкам, по горлу, по гортани, даже может быть по зрению из-за Венеры. Почему-то легкие, ну как почему-то, есть тоже вариант того, что, судя по тем биографиям, которые я прочитала, среди тельцов очень много заядлых курильщиков, сердце, я потом дальше объясню почему, и травмы головы, головной мозг, несмотря на то, что обычно это приписывают овнам, но по факту в биографиях тельцов очень много случаев, когда тельцы получают травмы головы. Характер и темперамент тельцов отличается деятельностью и социальной активностью. Тоже я буду это рассказывать. Они подвижные, любопытные, и все это можно объяснить с точки зрения их матрицы. Во втором доме гороскопа у тельцов знак зодиака Близнецы. Второй дом гороскопа у нас отвечает за лицо, зубы, речь, питание, родительскую семью, деньги и ресурсы.
И вторым домом гороскопа, получается, раз там близнецы, у тельцов управляет Меркурий. Как Меркурий у тельцов влияет на второй дом гороскопа? На лицо, во-первых, потому что это лицо. Вот вы уже видели на фотографиях. У тельцов, скорее всего, очень подвижная мимика. Среди тельцов очень много людей-пародистов, людей, которые могут других людей копировать. У тельцов явно очень такое подвижное лицо, и за счет этого они приобретают ранние морщины. То есть они могут хмуриться, или они могут, наоборот, очень сильно удивляться, очень сильно, возможно, даже за счет этого тельцы так сильно не улыбаются, может быть, зажатая улыбка за счет того, что они видят, что это очень сильно приводит к каким-то заломам. Из-за того, что Меркурий во втором доме гороскопа, и это как бы лицо, речь, поэтому тельцы могут виртуозно владеть голосом, вот за счет этого там какие-то пародисты могут быть, да, но помимо этого, не все, конечно, тельцы очень склонны к изучению иностранных языков, но если уж изучают, то они могут быть полиглотами, могут разговаривать на большом количестве языков. За счет того, что второй дом гороскопа – это дом доходов, тельцы могут получать доходы из нескольких источников одновременно. Вообще, если мы говорим про семью, второй дом гороскопа – это дом гороскопа, который показывает нашу родительскую семью и то, что мы получили, какие нам знания дали в детстве, что мы в детстве в себя впитали, к чему у нас был в детстве интерес. То есть второй дом – это образование, полученное до школы в родительской семье. И так как здесь Меркурий, скорее всего, во-первых, в семье люди чаще всего такие смышленые, может быть, торговцы, разнорабочие, бухгалтера, бизнесмены, ученые, то есть люди такой практичной деловой хватки. Очень немного тельцов, которые рождаются прям в семье, где им не приходится работать, напрягаться. В основном тельцы рождаются в семьях людей с необходимостью, которые понимают, что всю жизнь нужно работать. Это могут быть не только бухгалтера, это могут быть какие-нибудь швеи, портные, повара и так далее, и так далее. И в принципе, за счет того, что родители все время много работают, тельцы могут либо отдаваться, быть отданными сами себе на самообразование, поэтому они получают такой ранний опыт взрослой жизни, либо, в принципе, в семье тельцам прививают любовь к знаниям и к тому, что с помощью знаний можно и нужно пробиваться в жизни. Но тельцы, как правило, дети любознательные. Они уже с раннего возраста, как правило, да, то есть я напоминаю о том, что я все-таки даю какую-то усредненную интерпретацию за счет того, что у вас в гороскопе могут быть там во втором доме гороскопа какие-то планеты другие, либо управитель второго дома гороскопа ушел в какой-то дом, который будет противоречить этим трактовкам, но я даю усредненный какой-то коктейль из того, что может быть, что, скорее всего, тельцы рано начинают читать, рано начинают говорить, рано начинают получать какие-то знания. И по жизни очень многие тельцы испытывают любовь к чтению, к книгам, даже, может быть, писательству. И за счет этого у них очень предпринимательский ум, предпринимательские способности, потому что они с раннего детства развивают смекалку. Ну и семья за счет влияния Меркурия на второй дом гороскопа может перемещаться много. Но еще Меркурий — это планета информации и планета любопытства, поэтому человеку самому по себе может быть интересно что-то на тему питания, что-то на тему, допустим, финансов, что-то на тему семейных отношений, то есть по второму дому гороскопа, по тельцу. И за счет этого тельцы, в принципе, хорошо разбираются в темах питания, финансов, чаще всего в темах семейных отношений и так далее. Ну, естественно, на этом могут зарабатывать. И тоже я буду дальше говорить, что еще у тельцов есть, какие склонности по доходам. Но, в принципе, бизнес, да, онлайн заработки тоже, потому что здесь Меркурий.
и любые виды торговли на самом деле тельцам тоже подходят. Третий дом гороскопа у тельцов в знаке зодиака Рак. Третий дом отвечает за младших братьев и сестер, за друзей, за хобби, за руки, за короткие поездки, храбрость, собственные усилия. И у тельцов третьим домом гороскопа управляет Луна, планета, отвечающая за наш психологический комфорт. Поэтому, в принципе, тельцы могут быть очень привязаны к своим друзьям, тельцы могут быть привязаны к младшим братьям и сестрам, или даже в какой-то степени друзья, либо братья и сестры могут заменять тельцам мать, когда мама очень занята или мама очень погружена в свои дела, тельцы могут привязываться к младшим братьям и сестрам. За счет того, что Луна в третьем доме гороскопа, это первое такое указание на то, что тельцы очень много передвигаются, перемещаются, хотя вот тоже считается, что телец упрямый знак, неповоротливый, неторопливый, но за счет того, что Луна в третьем доме гороскопа у тельцов, третий дом — это дом перемещений, дом контактов, а Луна — это наша психика, тельцы могут очень нуждаться в прогулках, погулять, пройтись, короткие поездки какие-то, ну и чтение. И так как третий дом — это дом хобби, то хобби тельцов могут быть связаны с водой, с кулинарией, с мебелью, с психологией, с музыкой. И они даже могут писать книги на темы кулинарии, мебели, там, психологии, воды, музыки и так далее. Автобиографии очень часто тельцы пишут. То есть вот у них может быть потребность даже вести какие-то дневники, писать заметки, как психологическая разгрузка, рисовать. Четвертый дом гороскопа и четвертый дом у нас в знаке зодиака Лев у тельцов. Четвертый дом отвечает у нас за маму, за внутреннее ощущение счастья, это психика человека, за недвижимость, за транспорт и за место жительства. И у тельцов четвертым домом гороскопа управляет Солнце, а Солнце — это наша самооценка, планета, показывающая, через что раскрывается наша самооценка. И так как наша самооценка находится в четвертом доме гороскопа, то, скорее всего, тельцы, они склонны самооценку свою, допустим, повышать за счет своего жилья, за счет транспорта, за счет родины. Это может быть предметом гордости. То есть, если на родине не очень, тельцы начинают как бы очень сильно себя плохо чувствовать. У них портится, можно сказать, какое-то ощущение внутреннего счастья. И, конечно, за счет того, что Солнце у нас стоит в четвертом доме гороскопа, для тельцов, конечно, очень важно, чтобы у них был транспорт, чтобы у них было жилье свое, чтобы у них был какой-то угол, но это не тот угол, который у раков, вот по знаку зодиака Рак, это психологическая потребность, а это у тельцов скорее то, что составляет предмет гордости. Но в принципе, так как Солнце у нас в четвертом доме гороскопа, у тельцов может быть склонность жить в горах, в сельской местности, а также у тельцов, грубо говоря, по карме, может быть такое, что они могут получать какое-то социальное или государственное жилье, рабочее жилье. Ну, в принципе, в некоторых случаях это может быть жизнь в столице по Солнцу в четвертом доме гороскопа. Мама. В четвертом доме гороскопа у нас находится мама. И так как здесь у нас знак зодиака Лев, знак власти, знак властности, мамы часто властные у тельцов. И мама может быть даже главой семьи, то есть мама принимает решения, может быть мама руководитель, директор где-нибудь, но также мама может быть воспитателем, математиком, ученым, мама может быть очень верующей, прививать веру в семье, прививать веру ребенку. Ну, по Солнцу мама еще может быть какая-то очень яркая, заметная личность и так далее. Так как в четвертом доме гороскопа, отвечающем за школу, у нас Солнце, знак власти, знак почета, то тельцы, в принципе, склонны к отличным результатам в учебе именно в школе. И это может быть и золотая медаль, это может быть просто отличный аттестат. И я даже, изучая биографии тельцов, читала такую историю, что
одна девушка хотела поступить на какой-то конкретный факультет в институте, но понимала, что, скорее всего, она на него не будет поступать только из-за того, что у нее были плохие оценки, но по итогу закончила школу на отлично. То есть вот это вот нахождение Солнца в 4-м доме гороскопа может давать какую-то или классную школу, элитную школу, престижную школу или хорошие какие-то результаты в школе. Но и религиозное образование тоже часто бывает. 5-й дом гороскопа у нас находится в знаке зодиака Дева у Тельцов. 5-й дом гороскопа отвечает за интеллект, за детей, учеников, романы и влюбленности, за учебу, высшее образование. Это 1-й дом, который у нас отвечает за высшее образование, и за различные проекты. И у Тельцов 5-м домом гороскопа управляет Меркурий. И это первое указание на то, что тельцы могут, в отличие от некоторых других знаков зодиака, свою работу связывать со своим образованием. То есть у них есть такой потенциал, и это не только за счет 5-го дома гороскопа. Но почему? 2-м домом гороскопа, домом денег, управляет Меркурий. И 5-м домом гороскопа, домом высшего образования, управляет Меркурий. И точно так же такая же есть связь с 9-м и 10-м домами гороскопа. Поэтому у тельцов, в принципе, то, что они учат, то, что они изучают, знания им, как правило, пригождаются. Какое влияние может давать Меркурий на 5-й дом гороскопа, как на дом образования? Это то, что тельцы могут изучать медицину, физику, спортивные навыки, военная кафедра. Это прототип 6-го дома гороскопа, знак зодиака Дева, связанный со спортом, со служением, с борьбой, со судами, с кредитами. Поэтому это может быть и военная кафедра, и наука, и судебное дело, криминалистика, техника и даже экономика. То есть, несмотря на то, что здесь у нас Меркурий, и он может давать, в принципе, всесторонние интересы, но Меркурий здесь находится в экзальтации, поэтому тельцы, скорее всего, получают какие-то глубокие знания, какие-то научные знания. И из-за того, что знак зодиака Дева двойственный знак, тельцы склонны получать несколько образований, и даже они склонны ступенька за ступенькой, то есть бакалавриат, магистратура, аспирантура, доцент и так далее, они могут надолго задержаться в институте. И даже, может быть, параллельно у некоторых тельцов такая история, что параллельно учатся в 2 институтах, допустим, параллельно получают несколько образований. Так как 5-й дом гороскопа у нас связан с детьми, и это знак зодиака Дева, знак работы, тельцы могут привлекать своих детей к своей работе. То есть они могут изначально, когда дети там рождаются, готовить их к какой-то династической, допустим, профессии, либо просто привлекают их, нанимают, например, в свою компанию или продвигают по работе, передают свою работу детям. Так как Меркурий управляет 5-м домом гороскопа, соответственно, дети у тельцов чаще всего умные, интеллектуально развитые, могут быть близнецы из-за двойственного знака, но и болезненные дети тоже могут быть у тельцов, и проблемы с детьми, проблемы с деторождением из-за того, что у тельцов, во-первых, есть склонность к заболеваниям репродуктивной системы, и из-за того, что в 5-м доме гороскопа, доме детей, у них стоит знак болезней. Помимо этого, 5-й дом гороскопа — это дом вообще в абстрактном гороскопе, это дом Солнца, а Солнце у нас отвечает за сердце, и в дом, получается, который у нас связан с сердцем, тоже попадает знак болезни, поэтому это тоже одна из причин, почему тельцы склонны к болезням сердца. Ну и в романах могут быть скандалы, тельцы могут быть склонны к каким-то конфликтным скандалам, к конфликтным каким-то влюбленностям, потому что 5-й дом — это еще и дом романтики. 6-й дом гороскопа у тельцов в знаке зодиака Весы, а 6-й дом гороскопа — это враги, долги, болезни, борьба, спорт, служение. Проекты, кстати, здесь зря написаны, это ошибка. И у тельцов 6-м домом гороскопа управляет Венера, то есть управитель всего нашего гороскопа, планета, которая отвечает за наше общее здоровье и благополучие, является для нас еще и планетой, которая управляет нашим 6-м домом гороскопа, домом борьбы, домом болезней, домом врагов, поэтому, в принципе, тельцы склонны к болезням по Венере,
по самой себе планете, по мочеполовой системе, репродуктивным органам, по почкам, по легким. Но так как шестой дом гороскопа это не только болезни, это еще и спорт, в том числе предпочтение отдают автомобильному спорту. И вообще тельцы очень любят движение, и даже в спорте очень любят, скорее всего, движение. Здесь есть еще один указатель на это, помимо того, что в третьем доме гороскопа, в доме коротких поездок, Луна как показатель нашей психики, то есть тельцы склонны перемещаться. Но в шестом доме гороскопа у нас находится знак Венеры, а Венера это показатель транспорта. Среди тельцов очень много автогонщиков, велогонщиков, лыжников, яхтсменов, то есть тех людей, которые любят гонки и любят транспорт. Но, конечно, это не значит, что все тельцы классно водят автомобиль или классно водят какой-то вид транспорта, управляют каким-то видом транспорта, но в целом у тельцов есть потенциал на то, что они могут любить именно виды спорта, связанные с движением, причем красивые виды спорта. И поэтому такое предпочтение может быть именно спорту, связанному с транспортом в том числе. Так как весы у нас в шестом доме гороскопа, это дом проблемы, борьбы, весы это знак партнерства, весы это еще и женский знак, у тельцов есть склонность к тому, чтобы получать проблемы из-за женщин или конфликтовать с другими женщинами. То есть женщины-тельцы, скорее всего, у них больше будет мужчин, друзей, чем женщин. Ну, очень часто женщины-тельцы сталкиваются с женской конкуренцией, особенно, кстати, рохини, женщины. И отстаивание прав женщин тоже может быть, например, даже если мужчина у нас телец, он может заниматься тем, что он будет продвигать какие-то права женщин, он будет отстаивать какие-то права женщин. То есть Венера в шестом доме гороскопа, вот этот знак весов в шестом доме гороскопа, он может давать такое противоречие, крайности, либо проблемы из-за женщин, либо отстаивание прав женщин. Точно так же может быть с транспортом, могут быть проблемы из-за транспорта, могут быть какие-то преследования из-за транспорта. Тельцы из-за того, что они любят водить, из-за того, что они любят в принципе транспорт, по своему знаку асцендента и потому что у них Луна в третьем доме гороскопа, потому что у них весы в шестом доме гороскопа, которые отвечают еще и за технические какие-то интересы, у них могут быть как и очень сильный интерес к какой-то технике, транспорту, так и проблемы из-за этого. И как ни странно, но это не странно на самом деле, потому что в целом тоже у тельцов все три дома гороскопа, связанные с работой, это второй дом гороскопа в знаке Близнецов, шестой дом гороскопа в знаке Весов и 10-й дом гороскопа в знаке Водолея, находятся в воздушных знаках. Поэтому в принципе, тельцы очень много по работе коммуницируют, либо работают с цифрами, с информацией, либо много перемещаются. И тельцы по своим биографиям очень часто работают администраторами, работают ассистентами, помощниками. Они очень хорошие работники судебной системы, криминалисты, сервисные работники в сервисных службах. И очень много тельцов подрабатывает в какой-то этап своей жизни в ресторанах, отелях, барах. Их, в принципе, может интересовать ресторанный бизнес, ну, либо бизнес, связанный с питанием. Из-за того, что у тельцов в шестом доме гороскопа знак зодиака Весы, они еще склонны к дипломатии, к юриспруденции, работать адвокатом, но и отцы тельцов тоже очень много таких случаев, когда могут быть послами, дипломатами, адвокатами, потому что в шестом доме гороскопа знак зодиака Весы. Седьмой дом гороскопа у нас отвечает за партнерство, коллег по работе, коллег по команде, и у тельцов в седьмом доме гороскопа знак зодиака Скорпион. Знаком зодиака Скорпион управляет Марс, планета конфликтов, планета активности, поэтому у тельцов партнеры, скорее всего, какие-то очень активные, либо
допустим, это могут быть восходящие скорпионы, восходящие овны, люди, у которых планета души Марс, люди, у которых в первом доме гороскопа, например, Марс находится, люди, у которых управитель всего гороскопа находится в марсианском знаке. По профессии это могут быть военные, хирурги, спортсмены, повара, те, кто работает с колюще-режущими предметами, спасатели, IT-специалисты, потому что Марс — это технический знак, а также строители, недвижимость, агенты по недвижимости, предприниматели, массажисты, косметологи, то есть те, кто работает с огнем, с оружием, с паром, спасатели, с колюще-режущими предметами, с какими-то рисками, кризисами, финансисты могут быть очень серьезные. Тем более, что у тельцов в 7-м доме гороскопа Скорпион — знак больших денег, а в 8-м доме гороскопа Стрелец тоже знак денег под управлением планеты денег Юпитер, поэтому в принципе тельцам партнеры могут попадаться такие щедрые, финансово обеспеченные, но об этом я еще скажу дальше. Марс у тельцов управляет 12-м и 7-м домом гороскопа, поэтому есть потенциал на то, что тельцы могут встречаться или начинать отношения с партнерами из другого города, из другой страны, и у них может быть периодическая дистанция в отношениях. 8-й дом и знак зодиака Скорпион — это знак, который у нас отвечает за что-то тайное, скрытое, за исчезновение. Поэтому у тельцов есть такая вероятность, что они периодически с партнером могут быть на расстоянии. То есть, может быть, допустим, какие-то обстоятельства случаются, партнер уезжает, потом они воссоединяются. И личная жизнь тельцов может становиться предметом скандалов, потому что знак зодиака Скорпион — это еще и знак, связанный с какими-то кризисами. 8-й дом гороскопа у тельцов в знаке зодиака Стрелец. 8-й дом — это дом кризисов, дом рисков, дом смерти, дом выживаемости, дом чужих ресурсов. И у тельцов 8-м домом гороскопа управляет Юпитер. О чем может говорить влияние Юпитера на 8-й дом гороскопа? Во-первых, то, что Юпитер у нас здесь управляет 8-м домом гороскопа и 11-м домом гороскопа одновременно. Это значит, что тельцы могут получать какое-то финансирование на высоком уровне, особенно на обучение, какие-то гранты, какие-то премии. Тельцы очень часто становятся лауреатами каких-то международных премий, если вот мы говорим про знаменитых тельцов, но и на местном уровне, грубо говоря, не на международном. Точно так же у тельцов есть потенциал на получение какого-то финансирования, на получение каких-то грантов, на получение каких-то наград финансовых. 8-й дом гороскопа — это чужие деньги, 11-й дом гороскопа — это дополнительная прибыль. И управляет этими двумя домами гороскопа планета, отвечающая за большие финансы. У тельцов бывают случаи чудесного спасения, когда их спасают молитвы, потому что Юпитер — это планета духовности, мудрости, веры, и 8-й дом гороскопа — это дом, отвечающий за выживаемость, за продолжительность жизни. Щедрые партнеры, как правило, у тельцов, и они учатся через кризис. То есть кризисы, в принципе, тельцов делают сильнее, но они могут, тоже у них какая-то есть такая история, что они могут силой веры что-то победить, силой веры что-то переделать, силой веры что-то перебороть. Из-за того, что Юпитер в 8-м доме гороскопа, есть еще такое, что тельцы могут получать очень большую огласку, очень большую славу по окончании жизни. То есть, может быть, какая-то широкая молва, не уходят в неизвестность. То есть, может быть, их там помнят родственники, может быть, их помнит более широкий коллектив людей. И плюс еще 8-й и 11-й дома гороскопа связаны. 9-й дом гороскопа в знаке зодиака Козерог. 9-й дом гороскопа — это дом, отвечающий за отца, за учителя, за мораль и религию, за высшее образование. Еще один дом образования, за зарубежные путешествия и отношения с властью. И у тельцов 9-м домом гороскопа управляет Сатурн. Сатурн — планета дисциплины, строгости, ограничений, терпения. И для отношений с отцом это, конечно, не очень хорошо. Получается, что у тельцов мама по Солнцу, отец по Сатурну, то есть такие
железные ежовые рукавицы могут быть в семье со стороны матери, со стороны отца. И отстранение какое-то может быть с отцом у тельцов из-за влияния Сатурна, либо отец очень тяжело работает, либо отец дисциплинирует человека, приучает к дисциплине. Но вот из-за того, что в 9-м доме гороскопа управляет Сатурн, у тельцов может быть вариант, что их воспитывает отчим. Но при этом из-за того, что Сатурн управляет 9-м и 10-м домами гороскопа, то есть отец и работа, они могут перенимать профессию отца или получать какую-то должность по наследству, замещать какого-то руководителя. Но могут быть, перенимать интересы отца, хотеть стремиться развиваться в том, в чем развивался отец. Так как Сатурн в 9-м доме гороскопа, то это тоже указание на какое-то классическое, техническое, государственное, скорее всего, образование, может быть образование в сфере защиты общества, в сфере управления людьми, в сфере каких-то ресурсов и так далее. И из-за того, что 9-й дом гороскопа – это дом в том числе эмиграции, а знак зодиака Козерог – это знак работы, некоторые тельцы могут эмигрировать из-за работы, в связи с работой, и получать статус в другом государстве по работе именно. И, конечно же, работа в государственных вузах, даже я вот написала в госструктурах, но это чаще работа в государственных вузах, либо в том числе в различных министерствах, тоже может быть, потому что в 9-м доме, связанном с органами власти, стоит знак работы. И 10-й дом гороскопа, у нас здесь знак зодиака Водолей, это еще один дом гороскопа под управлением Сатурна. 10-й дом гороскопа отвечает за репутацию, за статус, за карьеру, за общественную деятельность. Так как Сатурн управляет у нас еще и 9-м домом гороскопа, в принципе, вот есть еще одно такое подтверждение, что у них есть такая склонность, где учился, там и пригодился. То есть пошел учиться в институт, учился, там же остался работать, либо потом вернулся туда же работать. Это не только в институт, пошел получать какие-то знания. В принципе, знания пригождаются. Умение, конечно же, работать в структуре, в международных организациях, может быть, IT-сфера и вообще у тельцов в 10-м доме гороскопа Водолей, во 2-м доме гороскопа Близнецы, поэтому, в принципе, онлайн какой-то бизнес, IT, сфера космоса, сфера прогнозирования будущего и каких-то трендов, букмекерские конторы, фондовые рынки и прочее, прочее, это все может быть для тельцов подходящей сферы, плюс их может устраивать свободный график. Они в целом склонны работать в режиме многозадачности из-за того, что у них все дома работы связаны с воздушными знаками, с обменом информацией. Плюс они склонны к тому, чтобы быстро подстраиваться, быстро перестраиваться. Конечно же, влияние Сатурна может давать такую необходимость следить за репутацией, необходимость стремиться к официальной деятельности. Ну и из-за того, что Сатурн в 10-м доме гороскопа, это тоже может быть такое замедление. И я вот, кстати, не сказала, из-за того, что 5-й и 9-й дома гороскопа у нас там знак зодиака Дева и знак зодиака Козерог, несмотря на то, что тельцы склонны долго учиться, несколько образований получать, но учиться в школе им может быть проще, чем учиться в институте. 11-й дом гороскопа – это старшие братья и сестры, друзья, профессиональное сообщество, награды, достижения, исполнение желаний. И в 11-м доме гороскопа у тельцов знак зодиака Рыбы. И этим знаком зодиака управляет Юпитер. Вообще, Юпитер склонен тельцам давать хороших, влиятельных покровителей, старших братьев и сестер. То есть есть такая потенциально карма, что в твоей жизни найдется кто-то, кто будет составлять тебе щедрую протекцию. Тельцы, как никто другой, очень могут получать международное признание. Знак зодиака Рыбы – это знак без границ, знак международный. И среди тельцов очень много нобелевских лауреатов, лауреатов различных премий. То есть тельцам чаще всего их деятельность приносит какое-то признание. И вообще из них очень хорошие руководители получаются, их выбирают, их
замечают трудоспособность их и так далее. Ну и, конечно же, так как в 11 доме гороскопа знак зодиака Юпитер, то, скорее всего, склонность к тому, чтобы исполнялись их желания, склонность к тому, чтобы как-то мечтать глобально, масштабно. И старшие братья и сестры могут выполнять роль учителей у тельцов, если они есть. 12-й дом гороскопа, и это такая темная лошадка, можно сказать, у тельцов, потому что в 12-м доме гороскопа знак зодиака Овен. 12-й дом гороскопа отвечает за дальние поездки, потери, заключение больницы, фантазию. И у тельцов в 12-м доме гороскопа управляет Марс. Марс — это планета активности, планета агрессии, в том числе. В целом влияние Марса на 12-й дом гороскопа, дальние поездки, да, влияние Марса на 12-й дом гороскопа в том заключается, что тельцы в принципе склонны к тому, чтобы ходить в походы, ездить в горы, или же в поездках они склонны к тому, чтобы куда-то пойти, попробовать что-то экстремальное, попробовать какие-то новые виды увлечений. Скорее всего, они не любители пляжного такого тюленевого отдыха. Тельцы могут быть первыми в путешествиях, в исследованиях космоса, в медицине, в каких-то научных открытиях. Но при этом из-за того, что в 12-м доме гороскопа Марс, у тельцов может быть склонность к травмам в поездках и путешествиях и склонность к травмам головы. Вот этот знак зодиака Овен в 12-м доме гороскопа у тельцов приводит к тому, что у них есть склонность к травмам головы. Тайная революционная деятельность. Очень много тельцов. Во-первых, у них в 4-м доме гороскопа Солнце. Это не безразличие к тому, что происходит на родине. Во-вторых, у них в 9-м доме гороскопа Козерог. Это знак такой структуры. Им не все равно, что происходит в государстве. Они очень часто погружены в государственные дела, в исторические какие-то дела. Плюс Дева в 5-м доме гороскопа. Они, в принципе, могут изучать какую-то криминалистику, изучать какую-то борьбу и так далее. И поэтому, в принципе, они склонны даже к какой-то борьбе с авторитетами. То есть они не безразличны именно к тому, что происходит, скорее всего, в их государстве, или они не безразличны к тому, что происходит в той компании, в которой они работают. Поэтому тельцы склонны к такой тайной революционной деятельности из-под тишка. И очень часто технические самоучки. Марс в 12-м доме гороскопа, и они там что-то часто себе фантазируют. Как ни странно, я нашла биографии многих кинорежиссеров, которые именно как самоучки пришли в кино. Они вот в этой сфере фантазии что-то пробуют делать сами, что-то сами настраивают. Тут подсмотрели, там посмотрели, попробовали, проэкспериментировали, у них получилось. Ну и, конечно, из-за своей революционной деятельности некоторые тельцы склонны к отъезду, да, то есть вот эта вот какая-то борьба может приводить к отъезду в другие страны из-за того, что они вот такие сопротивленцы. Первый телец, которого мы с вами рассмотрим, это Тони Блэр. Он такой еще и с Марсом в 1-м доме, и с Юпитером в 1-м доме гороскопа, с Солнцем в экзальтации. Тут, конечно, такой человек политически должен быть подкованный. Еще и Луна в 9-м доме гороскопа с Раху, то есть в целом карма такая, сделать какую-то карьеру себе в государственных органах. И Тони Блэр родился в семье юристов. В целом, как я вам говорила, знак зодиака Весы в 6-м доме гороскопа может давать какую-то работу адвокатскую отцу. И, в принципе, знак зодиака Близнецы во 2-м доме гороскопа – это потенциал на то, что ученые, какие-то торговцы в семье. Одно время Тони Блэр учился в школе певчих, потом в одной из лучших частных школ, вот это вот хорошая школа какая-то, хобби музыка, но по сути у него так и так, у него еще и Кету в 3-м доме гороскопа, это тоже как бы показатель на то, что музыка может быть хобби. Работал в баре отеля какое-то время, вот эти вот подработки в ресторанах, отучился на юриста,
преподавал право и потом ушел в политику. Преподавал право, просто вот отучился и потом преподавал право. То есть у них есть такая история. Отучился и потом там же, где учился, там еще и преподаешь. Флавио Бриаторе – это успешный менеджер Формулы-1. Вот эта связь с транспортом и автогонщиков, очень много тельцов. Родился он в Альпах по знаку зодиака Лев. Получил диплом геодезиста, то есть тоже научная какая-то деятельность, хотя у него еще в 5-м доме гороскопа стоит Марс, поэтому связь с Землей и научная деятельность, связанная с Землей, в принципе, неудивительно. Картография. Был инструктором по лыжам, основал ресторан, был партнером в ресторанном бизнесе, затем руководил сетью одежды, магазинов одежды Бенетон. Очень хорошо тельцы разбираются, в принципе, мало того, что они рождены под знаком Венеры, так у них еще и в 6-м доме гороскопа Венера, работа. То есть они в финансах, в еде, в одежде, в машинах должны разбираться очень хорошо. Либо во всех этих сферах, либо в какой-то из этих сфер очень хорошо должны разбираться. Флавио Бриаторе известен скандальными романами, в том числе с Наоми Кэмпбелл, но множеством скандальных романов он на самом деле известен. Мари Фредриксон – это вокалистка группы Roxette. Она родилась в маленькой деревушке. Отец был почтальоном, а мать рабочая на фабрике. Ну вот это тоже, да, люди в движении. Отец постоянно ходит, мама тоже там работает руками. Рано научилась читать из-за того, что родители были постоянно заняты, дети были предоставлены сами себе. Она рано научилась читать, в том числе ноты. Здесь еще я, конечно, все не выписываю, да, в каждой биографии очень много разных фактов, но вот с точки зрения головы, тут, конечно, понятно, что управитель 1-го дома гороскопа в 12-м знаке зодиака Овен, это в целом такой потенциал. Но у Овнов есть, но у Тельцов есть такая история, если вы будете погружаться в изучение биографии Тельцов, вы обнаружите. После пробежки, то есть она занимается для себя, да, занималась для себя бегом. После пробежки почувствовала себя плохо, ударилась головой. И после того, как она ударилась головой, ее забрали в больницу и обнаружили опухоль мозга, с которой она благополучно справилась. И сделали операцию, и по итогу она победила болезнь. В целом это все закончилось благополучно. И Альберт II, князь Монако, тоже тельец. Я вам показывала его фотографии в начале этого видео. Он увлекался футболом, плаванием, дзюдо, участник зимних Олимпийских игр по бобслею. Это тоже вот такой определенный вид транспорта. И в целом получается тоже движение. Участник ралли-Дакар гонки. Первый действующий монарх, побывавший на Северном полюсе. Но тут тоже Кету очень четко стоит. Это как бы понятно, что может что-то сделать. Это талант из предыдущих воплощений. Что-то сделать первым в таких темах, как освоить, например, Северный полюс, спуститься на какую-то глубину и так далее. 3 внебрачных детей, женат на бывшей пловчихе Шарлен, княгиня Монако. Она занималась профессиональным плаванием. И в официальном браке у него, кстати, родились близнецы, что тоже вот по Деве очень даже может быть. На этом все, мои дорогие друзья. Такое у нас с вами сегодня было видео про матрицу судьбы восходящих тельцов. Я надеюсь, что это видео будет вам полезным в дальнейшем, неоднократно. Я надеюсь, что это видео было вам интересным. Ну и, конечно же, я благодарю вас за вашу поддержку этого канала в виде ваших лайков, комментариев, обратной связи. Но если вы еще не подписаны на этот канал, то, конечно же, приглашаю вас подписываться. И до новых встреч. Пока-пока.